Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам покажу результат укоренения Замио кулькаса листом. Покажу вам, какие я использовал укоренители для того, чтобы это растение как можно быстрее укоренилось, так как оно бывает долго не укореняется, не пускает корни. Сегодня вам все расскажу, покажу. И сразу приготовил я горшочек небольшой, чтобы показать вам, как потом данное растение пересадить уже непосредственно в грунт. Посмотрим, что получилось из листочков Замио кулькаса. Поставил я их на укоренение 2 месяца назад. Укоренял я их в вермикулите, вот в таком пластиковом лотке. Перед тем, как поместить листья Замио кулькаса в вермикулит, нижнюю часть я обмакивал вот в такой вот препарат. Называется он фитоклон. Это гелеобразный укоренитель достаточно хорошего качества. Еще вам хочу показать гель, который я сделал своими руками. Гель для укоренения, так скажем, собственного изготовления. Рецепт данного геля есть у меня в отдельном видео. Кому интересно, можете его посмотреть. Ссылочка будет приложена. Вот такой тоже гелеобразный укоренитель, который можно использовать в том числе для укоренения Замио кулькаса. И не только Замио кулькаса, но и практически всех других растений. Для укоренения черенков и для укоренения листьев. Для комнатных садовых растений. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось с Замио кулькасом. Ну, конечно, вермикулит был увлажнен перед тем, как туда помещались листочки. Нижняя сторона их была обработана фитоклоном. Ну, давайте посмотрим. Сейчас я вот еще хорошо помою. Вот смотрите, какие образовались корешки. То есть видно, что уже образовался зачаток бульбочки. То есть вот этот лист уже полностью готов к тому, чтобы его пересадить в отдельную емкость. Давайте остальные посмотрим. Ну, достанем самый крупный листочек. Посмотрим, что с ним. Ага, тоже появились корешки. И смотрите, вот как интересно. Вот сейчас вам поближе покажу. Вот здесь, вот с этой стороны образовалась бульбочка. Но я, правда, еще делал небольшие надрезы на вот этой вот прожилке на центральной. Небольшие делал надрезы ножом. Для того, чтобы окоренение было более активным и более быстрым. Этот прием хорошо известен многим цветоводам. Давайте еще одну посмотрим. Ну, вот какие хорошие корешки. Тут прям сразу видно. Вот смотрите. А вот этот листик еще можно подержать в вермикулите. Потому что, видите, вот там, где был надрез на центральной жилке, образовалась бульбочка. Но корешков еще пока нет. Поэтому я пока оставлю ее в вермикулите. Также и на этом листочке. Пока подержу его в вермикулите. Здесь также хорошо образовались корешки. И бульбочка также сформировалась. Итак, большинство листьев Замио кулькаса хорошо укоренились. На данный момент у меня есть 6 листиков уже, которые можно пересаживать непосредственно в грунт. Взял я небольшой горшок, здесь объемом примерно около 1 литра. В такую емкость можно на данном этапе посадить 2 растения. Если объем емкости 0,5 литра, то в такую емкость лучше сажать только одно растение. Делаю небольшие в грунте канавки. Есть один очень важный момент при посадке Замио кулькаса. Многие
допускают эту ошибку начинающие цветоводы и закапывают вот этот листик прямо вот так вот наполовину в грунт, то есть очень глубоко. Этого делать не нужно, потому что корни замиокулькаса должны быть на небольшой глубине первоначально, далее они сами углубляются. Ну а вообще растение, конечно, не любит слишком глубоко уходить в землю, особенно при укоренении листом. Этот фактор нужно учитывать при пересадке молодых растений замиокулькаса. Глубоко не сажайте, не заглубляйте. Итак, делаю небольшое углубление, помещаю туда листочек замиокулькаса и слегка присыпаю его рыхлой землей. Требования к земле достаточно стандартные. Это обычный универсальный грунт для комнатных растений. Хорошо, когда в нем находится, в составе этого грунта находится для разрыхления либо агроперлит, либо вермикулит, либо крупный песок. Это нужно, так как замиокулькас не любит переувлажнения. Это часто приводит к загниванию корней, загниванию бульбочек, поэтому стараемся сажать его в воздухопроницаемый грунт. Второе растение я также сюда помещу и слегка вот посадил его буквально на глубину около 1 сантиметра. Вот что получилось. Вот смотрите. Остальные вот эти вот листики я посажу в более мелкие емкости объемом 0,5 литра. После посадки, конечно, необходимо растение все-таки полить. Поливайте понемногу. После того, как вы пересадили растение и полили, следующий полив можно производить не раньше, чем через 2-3 недели. Растение оставляется на светлом месте, на подоконнике. Если вы размножаете замиокулькас в зимний период, либо ранняя весна, то часто растениям в этот период все-таки недостаточно естественного освещения, даже несмотря, если они будут находиться на подоконнике. Поэтому рекомендую вам досвечивать растения с помощью ламп. Всем большое спасибо за просмотр.